I'm going to take you on a little adventure, and we're going to try to go quickly over some slides because I know you're sitting here and you're sitting so beautifully, and I'm so happy to come and see. Сидите, и мы пойдем все вместе с вами в небольшое путешествие с помощью наших слайдов. Now, I'm going to take you to some place that you're probably very familiar with, the cold. So I want you to close your eyes and imagine a place where you have been sleeping inside 5 bags. Вы, наверное, знакомы с зимой и с холодом, и сейчас давайте проведем такой эксперимент. Вы закроете глаза, и вы должны представить, закрывайте глаза, и вы должны представить, so imagine that you are sleeping inside 5 bags. Представьте, что вы спите внутри 5 sleeping bags. 5. 5 спальников, спальных мешков. On ice that's no more than 30 centimeters deep. И под вами лед, который всего 30 сантиметров глубиной. Over an ocean that is taller than Everest. А потом deeper than под этим льдом, который толщиной всего 30 сантиметров, глубина океана глубже, чем гора Эверест. And outside it's 40 below zero. За спальниками, за этими 5 спальниками, минус 40 градусов. And the day before, and you've done this for 30 days in a row, the day before you walked for 12 hours. И вы уже спите в этих спальниках, но целый день вы шли 12 часов. Вам нужно было идти по этому льду 12 часов. Pulling a sled that weighs more than you. И к вам привязаны сани, которые весят больше, чем ваш вес. And тяжелые сани. Took 2 hours to melt snow to make dinner. И когда вы остановились, чтобы вам поесть, вам пришлось 2 часа топить примус, топить маленький огонек, печку, для того, чтобы приготовить обед. На это ушло 2 часа. And you're sitting there in your sleeping bag, knowing that you have to get up, and you're waiting for either your alarm to go off or your need to pee to be stronger. Вот вы сидите, вы залезли в этот спальный мешок наконец, да, и вы ждете, что либо у вас, вы пытаетесь уснуть, и вы ждете, что либо у вас, значит, будильник зазвенит, и вам надо вставать и опять 12 часов идти и тащить за собой сани, либо что вам придется вылезать из всего этого кокона, да, чтобы пописать. А там же холодно. Представили? And so you break the ice that's formed around your sleeping bags one at a time, completely naked for a moment, throw your sleeping bag outside, start the whole process again, ski for 12 hours and get back in your bed and wait till your alarm to go. Представьте, что когда вам нужно пойти пописать или встать утром, вы должны разгрести снег, который вокруг за ночь сформировался, выскочить из спальника раздетым, да, открыть этот спальник, выйти вот на этот минус 40 градусов, начать быстро одеваться и снова идти 12 часов. И так день за днем, день за днем. Now that is my dream. That is my place that I love. И это моя мечта. Жить так, это моя мечта. Я об этом мечтаю, и я это люблю и обожаю. Can you imagine, would you go sleep outside in the snow? In the winter time? Вы можете представить, что вы в такой мороз жутчайший пойдете и будете мечтать о том, чтобы спать на улице? So так жить. We can go to the next slide. So that's my dream. So how did I come to this dream? И вот что же со мной такое случилось? Вот это моя мечта. Почему? Как я туда попала, в эту мечту? Откуда у меня эта мечта возникла? Because it's not everybody's dream, and certainly не многие люди таких. This is a picture of a part of my family. So I'm Italian. Я итальянка. And in Italy, when I was growing up, a long time ago, я росла давным-давно, в старые времена. The families had lots of children. Это только часть моей семьи итальянской. И в те времена, когда я была маленькой девочкой, было принято иметь много детей. So all the mothers I knew, all the women I knew, all had children, sometimes 10.
все матери и все женщины, которых я знала, когда я была маленькой девочкой, росла в Италии, у всех было много детей, 3, больше, и я знала матерей, у которых было по 10 детей. But somehow inside me, I always had these dreams of traveling. My mommy always said to me, I don't know where you came from. I don't know where you get these ideas. Но когда я росла, я все время мечтала о том, что я буду путешествовать. И моя мама говорит, откуда ты вообще взялась? Откуда у тебя вот такие идеи, что надо путешествовать? Потому что все женщины были мамой с детьми и с большим количеством детей. But the thing is that my mommy was making those dreams inside of me. She was reading me stories of explorers that would go onto the ice and would have to get into a frozen sleeping bag, and they would have to wait until their body melted the snow, and then they would finally sleep. And my father traveled to other parts of the world and came back with photographs and stories. So they were putting those seeds. So it was them. Но на самом деле мама сама посеяла эти мечты о путешествиях, о том, что нужно исследовать мир во мне, потому что она читала мне сказки, когда я была маленькая, про полярных исследователей, про льды, про то, как все это происходит. А мой папа, тогда же не было ни интернета, ни Фейсбука, ничего не было. А мой папа очень много путешествовал по миру и всегда привозил, откуда он приезжал, он привозил фотографии, какие-то сувениры и с радостью нам, детям, рассказывал о своих путешествиях. So we can go to the next slide. So the North Pole, that was my dream. So I had to make this happen. Моя мечта не просто была холод, моя мечта была Северный полюс. And do you see how big the area of the North Pole is? Посмотрите, какая огромная The entire side of Russia, it's 15.5 million square kilometers. Это 15,5 миллионов квадратных километров. Это огромный материк, огромный. And we have adopted a Mercator projection of the world. So we see the map of the world as we are very big and the poles are very small. И мы все привыкли Look how big! да, It's the other way around. которая, ну, как бы не совсем правильная, да, потому что, смотрите, материки большие, а Северный полюс маленький. А на самом деле это совсем по-другому выглядит сверху. Согласны? So I wanted to go to the North Pole, but you can't very well go to the tourist department and buy a ticket to the North Pole. Моя мечта была попасть на Северный полюс, но вы не можете быть туристом, прийти и купить билет на Северный полюс. So I had Таких билетов не продают. I had done a lot of expeditions. I had become known as somebody who liked to go to strange places. До этого у меня уже было очень много экспедиций с молодого возраста. Я была известна тем, что я езжу в какие-то странные, недоступные места, путешествую в странные, недоступные места. And when somebody came to me and said, do you want to go to a race to the North Pole? I said, absolutely. Because finally I'd found somebody that could take me there. И вот наступил такой день, когда кто-то ко мне пришел, так как я была уже известным путешественником, и сказали, а ты хочешь участвовать в гонке на Северный полюс? И я тут же сказала, да, очень хочу. Была гонка, было соревнование. Кто попадет туда первый? Гонка, соревнование. Кто? And so I went and we won the race to the magnetic North Pole. And I realized I was good at it and I liked it. И они ходили не на Северный полюс, а на магнитный Северный полюс. Он отличается от Северного полюса, и это There's 5 poles. We can talk about those later. Если вам интересно, можно об этом тоже поговорить. Я считаю, что учителя объяснят, почему всего 5 полюсов, чем они отличаются. Кристина со своим партнером выиграла гонку на магнитный Северный полюс и поняла, что я хорошо справляюсь с холодом, и что я могу долго идти и все эти страдания спокойно переносить. So I started to prepare to go on a big expedition, to go and try to be the first woman to go to the North Pole. That's okay, we can go to. И тогда она решила, что я буду первой женщиной, которая покорит Северный полюс. But
North Pole cold is not my natural. We're going to go through some of these. These are people that live up in those areas, so they're used to the cold and they go into their mommies. I didn't have my mommy to carry me. Которые живут на Северном полюсе, это канадская женщина, и смотрите, у нее в этом мешке ребенок не одет, да, но это исторически, они так носили детей, они их не одевали, он без шапки, холодно. И как ты готовишься к тому, чтобы попасть? То есть она из теплой Италии, ее тело не запрограммировано многими поколениями, которые выросли в холоде, на это, да, поэтому ей, чтобы сделать свою мечту реальностью, нужно было готовиться. Как готовиться? We can Вот это одно из подготовок. So can you tell me the mask? So yes, here because на дорожке с so I would train with. He trains the Paralympic team in the UK. Это тренер, который тренирует инвалидов участвовать в паралимпийских играх. To take science on board and use science and trust that what he was telling me was going to be the right way to train, which was completely different than what I had done before. Да, я до этого много тренировалась, так как она известная путешественница, но как бы она должна была довериться тренеру, что тренироваться надо вот так, потому что это совершенно другие условия. We can go to the next. I had to learn to pull my sled, very heavy, so I'd pull it down the street. Children would get in. Нужно было научиться таскать за собой сани, и она сажала туда детей, чтобы усилить. Ну, как бы сделать это тяжелым, да, нужно было так. What other? I'm going to ask the children actually. Теперь я спрошу вас, дети. What do you think some of the dangers of going to the cold place on the North Pole? What some of the things that I must prepare for? Каким опасностям, да, я должна была подготовиться для того, чтобы дойти до Северного полюса? Какие там опасности существуют на Северном полюсе? Медведи. Bears. You could save yourself from bears easily. Easily. You must come with me next time if it's so easy. Yeah. Легко спастись от белого медведя, в следующий раз пойдешь. Холод. Yes, cold. Yes. Ловушки? Ловушки. What's ловушки? Что ты имеешь в виду под ловушками? Лавины? Лавины или ловушки? Не пойму. Лавины, когда снег сходит. Да, там нет гор. Avalanches. Okay. But it's flat. Там sea level. It's frozen sea. All of it. Лед кругом. Lord. You could Fall in. Fall in. Yes. Да, провалиться можно, да. The other wild animals. No other wild animals. Там Only никто не живет, кроме белых медведей. белый медведь. Только белый медведь. Только в таких жесточайших условиях может жить только белый медведь. И пингвины, но они на другом. No, that's Antarctic. Yeah. Пингвинов там тоже нет. Okay. Только So you're белый right. медведь. So those are the things that I need to prepare for. So I need to get strong enough to be able to pull my sled. I have to take all the things that I need. I have to be able to go in the water. So I have to learn. While we pull them back up, I'll just tell them, and then you can. Значит, да, вы совершенно правы. Да, нужно было научиться плавать, если ты Protect myself against the polar bears. попасть, да. So I have to Большая проблема это белые медведи. Learn to shoot a gun. Нужно было научиться стрелять. Not to kill the bear, but to scare the Ни в bear. коем случае не убивать медведя. А зачем тогда тебе пистолет, чтобы пугать? And going in the water is actually one of the things that I was most afraid of. И вот для меня вот эта холодная вода и попасть в эту прорубь или в открытый водоем было самое страшное. I thought you'd get in. That's okay. I thought you would get in, and if you went in the water that cold, you would die. Потому что я думала, что если вы попадете в прорубь, то вы там умрете. But actually, sometimes the things that you are most afraid of are the ones that you realize you don't need to be afraid of very much. And so I went up to Norway and trained and went in the water with all my clothes. Я поехала в Норвегию, да, и мне нужно было этот страх в себе преодолеть. И я во всей одежде в Норвегии прыгнула в прорубь. And it's okay. It's scary. You go in. Конечно, было страшно, потому что как только вы знаете, попадаете в прорубь, там очень страшно, но в принципе, как бы с этим можно справиться, если ты знаешь, что делать. And we will see those pictures once. Мы сейчас поговорим об этом, посмотрим на наши
And so then you've prepared against the bears, you've prepared against, what was it, the cold, you bring all the right clothes, you've got strong enough, you get onto your plane and you have to put everything that you need into your sled. И самое интересное, что вам же нужно еще с собой еду, да? Вам нужна с собой специальная одежда, вам нужна одежда специально для того, чтобы в эти полыни, когда лед расходится, переплывать как-то, да? Вам нужно, еды вы там не сможете добыть, там ничего кроме льда нет. И все надо это... Как они добывают? How do white polar bear hunt? Они же могут... Конечно, они же плавают спокойно, им же не холодно. Они могут плавать и добывать себе рыбу, и ходить на материк, и есть, поедать, много чего остается от канадцев и русских. Yeah, so that's going into the water. Понятно, but да? you have time to get out and it slowly freezes around you. We can go forward. А потом вот здесь, если оставаться там долго, то это быстро же замерзает, это прорубь, да? Поэтому вам нужно быстро из нее выбираться. We can go forward to the next one. That is getting, so you put a suit around all of your clothes so that you can get into the water and you can swim and drag your sled because the water does open and you avoid it sometimes, but you have to go across it. Вот это называется полыни. Полыни бывают огромные, потому что это же лед, который может расколоться, трещина может пройти до много-много километров, и лед быстро разойдется. И вот на той фотографии она одевала специальный костюм для того, чтобы переплывать эти полыни. Еще переплывать вместе с санями. Нет, костюм вот он был на предыдущем слайде. So these we can go to the next one. The next one is the bears that I've seen. Вот это моя фотография тех медведей, с которыми я сталкивалась. But you want to see them with a long lens. You don't want to see them close up. Это фотоаппарат, который приближает. Понятно, что я не стояла к белым медведям так близко, но это моя фотография. Go to the next one. So that's me learning to shoot the gun so that I don't kill the animals and I just scare them. Значит, я учусь стрелять, чтобы, не дай бог, не убить медведя, но чтобы они испугались и отошли от меня. А почему не убивать медведя? Why not to kill bears? Because there's not so many bears. Because bears are very nice and there's not so many of them. They are also protected. А если еды не будет, медведей можно есть? What if you run out of food? You'll see the next pictures. I don't run out of, we won't run out of food. The next, so this is everything that goes in my sled. Это то, что нужно упаковать в сани. I don't know, but Это все, что вам нужно. I can't ever fit everything I need into my handbag. Try to У меня всегда есть проблема, потому что даже в мою женскую сумочку я не могу засунуть все, что мне надо носить с собой. Ну вот здесь я училась. But everything there has to have multiple purposes, has to save my life, has to be vital, or it doesn't come. И ты с собой... Подождите, сейчас можно я перейду, а то я забуду. Каждая вещь, которая здесь лежит, она многофункциональна, то есть она выполняет несколько функций. Она должна спасать мне жизнь, она должна быть совершенно необходима, иначе ты ее с собой не берешь. Ничего лишнего, потому что сани и так очень тяжелые, их нужно тащить на себе. And the next one will show you food. So one of the big things you need is food. And every day, pulling your sled for 12 hours a day, you use 9,500 calories a day. Когда вы тащите эти тяжелейшие сани, еще и на таком холоде, вы сжигаете 9,5 тысяч калорий, и поэтому вам, и чтобы не умереть, вы теряете очень много веса. И нужно много есть, чтобы восполнять потерю этих калорий. But you can only eat about 5,000-6,000 at most. Но больше 5 или 6 калорий, тысяч калорий, то есть половину нормы, которую вы сжигаете за день, вы больше съесть физически не можете. That means that every day I lose 1 pound, half a kilo of body weight. То есть как бы вы хорошо не питались, все равно в день вы теряете полкилограмма своего веса. That means that I put on a lot of weight before I go. И поэтому настоящие пожарники очень сильно поправляются специально до того, как начать это путешествие. Потому что we didn't tell them from where you're going. Yeah. Потому что Кристина, чтобы сделать жизнь более интересной, шла с материка
от Канады. What's the Canada. place in Canada? It's Ward Hunt Island. It's not a place. Там нет ничего, даже названия особо нету. Она шла с материка, с канадского, до Северного полюса. Это 775 километров, но когда ты идешь из-за течения, So up here. тебя могут, вот отсюда она начинала. Can you show me Yeah. which way you will go? So the thing is that from here to here А можешь обратно первый слайд? is 8 hours. Oh, so they don't see it. So the Canada is enormous. So you. Канада тоже огромная страна. This is the last place that you can fly a commercial airplane to, and it's 8 hours away. And then there's still another 8 hours to the very, very tip. Для того, чтобы добраться до ближайшей точки к Северному полюсу, туда даже самолеты не летают. Это еще надо 8 часов лететь для того, чтобы добраться. И потом оттуда она шла. Это 775 километров. Но так как вы идете над океаном, то вас может отнести обратно на 10 километров, если течение в эту сторону, или на 12. Вот вы спите, а вас обратно сносит. Проснулся и опять на 20 километров назад. Понятно? Ну, конечно, вот эти льды, ты над океаном идешь, лед 30 сантиметров всего. Yes. Can you show which way? Because they, Yeah. this part, when are you asleep, can медведь kill you? He could. And in the morning, sometimes I've seen their paw prints. И иногда утром, когда я выходила, я прям вокруг себя, вокруг палатки видела. But the thing is, I am so far away that they've never seen a human being. И так интересно, что так как я зашла так далеко, что So те they're люди, afraid of me которые too. там, они, скорее всего, никогда людей не видели, и поэтому они подходят, смотрят, что же это такое, какая-то как бы палатка или что, они же тоже никогда палатку не видели. Вот, и поэтому они еще не умеют бояться людей. Yeah. So you start from here and go across. То есть вот отсюда. This is Murmansk over here. This is Franz Joseph land. Это земля Франца Иосифа. Up here. This is Franz Joseph land. Франц Иосиф, Yeah. есть такой остров. Принадлежит It's он нам. Russian. Русский остров. Да. So you. Да. Yeah. So then you've got everything in your sled, and you get into a plane. То есть все надо запаковать, и Now, потом нужно who же... can tell me what's special about this plane? Скажите, как вы думаете, что такого особого об этом? Вот, Он может приземляться на воду. he can land on the water. No, because there is no water. It's too cold. There's no water. Воды. He can slide on ice. He can slide on ice. Да. Yeah. Он специально сделан для того, чтобы приземляться на снежные Because it's равнины. so cold, there is no water. You hope there's no water. Там очень холодно, и вы надеетесь, что там нет воды. So then this Лед не plane расколется под вашей палаткой ночью. takes you up, and you see there is not one part of me that's exposed to the cold, because otherwise it freezes right away. Вы видите, в таком серьезном холоде у меня на улице не торчит ни одна часть моего тела, все закрыто. Потому что если вы что-то откроете, вы очень быстро получите обморозитесь. And so then the plane, next slide, yeah. So he now takes off, he leaves me. Теперь он оставил меня вот на этом побережье. And this is the first time he had landed, so we filled snow with rubbish bin bags with snow. So when he came back, he could see. And that is the plane right there. И вот я осталась одна. Видите, вот эта точечка, это самолет, который оставил меня. Я боится. Вот здесь вот на берегу. Those are the rubbish, the bin bags full of snow. Это просто мешки со снегом. So why do you need them? I didn't get it. Because the next time, because this was the first time in the season that he would land, so it's very scary to land because it's white, they can't tell. But the next time that he comes to land, the bags show him, Next time. if anybody else needs to land, if they want to go. Первый раз он приземлялся Scientists, в maybe. этом месте, и он может быть, он будет забрасывать кого-то
ученых или других полярников, да, и вот они оставляют такие мешки, потому что иначе ничего не видно, где Земля, где это, такие полярные летчики, это самые лучшие летчики, это очень сложный тренинг. Если вам интересно, я расскажу, как тренируют полярных летчиков в другое время. Now he's И gone. вот теперь Кристина осталась одна, она сфотографировала его, и вот, как вы думаете? Это было северное сияние? Did you see the Northern Lights. Northern Lights? No, because I go, and right at the end of winter, and it's 24-hour daylight. Когда я туда иду, это тогда, когда там всегда светло, и северного сияния не видно. Это конец зимы, и там темноты не наступает вообще. И это полярный день. Да, это полярный день. Давайте до конца слайдов добежим, а потом все вопросы будем задавать. Хорошо? White nights, like you. Белые ночи. Белые там. ночи. So then you look forward, and you see the snow, my very beautiful mascara. We can go to the next slide. I want to go. So this is this is what it looks like. This is what it looks like. This is what you have in front of you for И вот 775 смотрите, kilometers. ты стоишь и смотришь впереди на свой горизонт, и перед тобой еще 775 километров или больше, смотря в зависимости от того, куда будет течение. And pulling your sled across the ice. And sometimes, because the ice, it opens up, Иногда вот эти торосы снеговые, они открываются, and then льдины открываются, the currents push the ice together а like течения mountains могут and create. столкнуть лед, и он начинает сталкиваться между собой, и они встают, как такие вот горы. So you would have to climb, and they split open. А иногда трещина очень быстро идет, и лед трещит, и это очень быстро происходит. And sometimes you can't see a thing, which is very scary. You have a lot of moments when you're really, really А scared. иногда ты идешь, и вообще ничего не видно, потому что метель, и там много таких моментов, когда ты действительно боишься. And what do you do when you're scared? Что вы делаете, когда вам очень Медленно идем и палкой. страшно? What do you do when you're scared in your world? Not on the pole. Когда вам очень страшно в вашей жизни, мы сейчас не говорим про Северный полюс, а вот в вашей жизни, What do you всем же do? бывает страшно. What does Не she на do? Северном полюсе, Yeah. а вообще в вашей Yeah, what do you нормальной do? обычной жизни. Что вы делаете, когда вам страшно? Close my eyes. Close your eyes. What else? А я убегаю. I run. I run. And what else? Я просто sometimes cry. Cry. Я просто остаюсь сидеть и смотреть, это и вправду то, что я боюсь, это и вправду опасно или нет. I watch, is it really dangerous or maybe it's not dangerous? Yes. So you cry. And who do you call for? А кого вы? Mother, father. Mother, Да, father. я зову либо маму, либо папу. So I would cry. I would be very scared. Я And- тоже плачу. Yeah. And sometimes at the end of the day, because you can carry only a very little amount of battery, I would call my mommy. И иногда, когда уже у меня очень-очень тяжелый день, потому что у вас батареи тоже тяжелые, и вы их не идете, у меня есть возможность позвонить моей маме. Крайне-крайне редко. Yeah. А если телефон разрядится? It's very special telephone. Это It's called специальные полярные телефоны. satellite phone. Это называется And it works спутниковый really телефон. well when there's no buildings around. И это работает, когда, как вы видите, никаких зданий И вокруг насколько нет. зарядки хватит? And how long does the battery last? So the battery, so you only take what you use. So the battery itself would probably last maybe 2 hours, Может быть, but I если would вы- only allow myself 6 minutes a day to То call. есть, если все время говорить по этому телефону, то, может быть, его has хватит to на last 2 the whole часа. time. Но ей же нужно, что, если что-то случится, чтобы она могла позвонить, да? Поэтому больше 6 минут Кристина никогда не позволяла себе, чтобы хватило надолго эти батареи. And at the end of the day, Давайте в конце. We'll ask questions at the end. уже. yeah, they can Давай, talk. что Yeah, ты yeah, yeah. У меня вопрос. Кто если мама, если она одна осталась? Кто, если не мама? That's fantastic question. Now Right. it comes. Yeah. You No, said but the that's why kids- they can, because it's the best is for them to ask as they come. Кто же, who was taking the pictures if you were alone? That's right. And Christina it said the kids will ask always you that ask. I question. said the Always. kids always ask because the kids are very clever. Я ее спросила, она говорит, дети обязательно скажут, пожалуйста, давай подожди. Спросят, и мы тогда ответим, подожди. То есть кто же снимал, если она там была одна? Белые медведи? So a lot of the pictures, Сани? На Сане фотоаппарат, там дальше
дальше сделать, чтобы на 10 секунд надо подождать, дальше... Doesn't work. It freezes. It's Не too cold. работает. Too cold. Фотоаппарат тут You же have to. замерзает. I have to warm the batteries. In my chest, I have lots of pockets. Вот у меня была All такая, the important things are next to my body. жилеточка, и все. I look like Santa Claus. Do you have Santa Claus? Знаете, вот Дед Мороз иногда с таким животом, да? Так вот у меня здесь всегда был такой животик. this is the Почему? Потому warmest что у меня part. специально здесь, у нас самое теплое место это здесь, в теле, да? И у меня была такая специальная жилеточка, и в этой специальной жилеточке у меня было куча карманов. И батареи, и фотоаппараты. Because the battery has to be warm. The moment I put it in the camera, I have very little time before it freezes. Батарейка должна была быть And then it всегда stops working. теплая. Я Back быстро at my- вставляла батарейку в фотоаппарат, быстро фотографировала, потому что все, техника вся замерзает на таком морозе, минус 40. Same with the phone. То же самое с телефоном. Нагрел, Battery, yeah. быстренько позвонил, вставил, позвонил и тут же убрал в тепло. So the pictures, it's a very good question. Очень хороший вопрос. I want to tell you a story. Я хочу рассказать тебе историю. And the story is always nicer with pictures. А история с картинками всегда приятнее. So I had a photographer come with me, and we went on a small expedition around the base У меня был before I left. фотограф, и перед тем, как я улетела туда, на самый конец канадского материка, мы тренировались, и фотограф снимал меня там, где я тренировалась. So that I could tell you the story with pictures. Потому что иначе никто не может меня фотографировать, когда я осталась там одна. Поэтому эти фотографии были сделаны до экспедиции фотографом. Yeah. Nope, and I have very few pictures from the expedition once I Потому left. что, когда я ушла, у меня было очень мало фотографий, потому что, там невозможно это делать. So at the end of the day, you've worked, you've carried, you pulled your sled for 12 И hours. вот вы 12 часов идете, You и в look конце around, дня you say, вы смотрите Where's на a лёд, place that hopefully doesn't split open at и вы night? смотрите внимательно на вот эту снежную равнину, и вы смотрите, выбираете то место, где вы очень надеетесь, что не пройдет трещина во And you льду. make, this is my home. And it takes Вы you говорите, 2 «Ага, hours. Вот мой дом на сегодня. And you have to bury it, you have to, Вам нужно его закопать, so that it doesn't blow away and that it потому doesn't что там co- сильные ветра, и you have может to палатку сдуть. melt the snow. Takes 2 hours to Вам- melt snow because it's so cold. Вам нужно 2 часа просто топить лед, потому что там We can go to очень the next холодно. And then you step away to go make pee, И and you потом- look back, and you look, and we are amazing as humans because that is my home. And when I look at it, it makes me warm. Like you walk home to your home after a long winter's day, you look and you're like, oh, my home. Представляете, вот и тут я отошла от своей палатки, чтобы пописать, да, и вот смотрю и думаю, надо же, какой я себе домик построила здоровский, да, представляете, мы как люди, нам в принципе ничего не нужно. Это ледяная равнина, жутко холодно, никого нет, кроме полярных медведей, которые могут туда забрести, да. И я зарыла свою палатку, чтобы ее не унесло. So, did you tie the things to the skis? Yes, sometimes I use the skis as the poles. Иногда Yeah. я использовала, видите, вот здесь привязано к Yeah. палатке, еще привязано к лыжам. Okay. Вот, и представляете, нам как... И ты себя чувствуешь так хорошо, Yeah, как когда that's вы it. приходите домой с мороза, в свою квартиру. There's just to see the different types of snow of when it's just freezing Вот это and when даст it's been вам there for a while. хорошее представление о том, как снежные торосы I'm могут выглядеть. But every day, what I find is that there are moments that are really beautiful. So even when it's really hard, it's really scary, it's important to find the beauty in every day because this was my dream. И вот смотрите, каждый день у меня были такие моменты, даже когда я была жутко устала и валилась с ног, даже когда мне было очень страшно, каждый день были вот такие моменты невероятной красоты. And be really grateful because even though in those moments, there were moments when I was remembering that I was like the men in the stories. I was one of those men that had slipped into his sleeping bag. И я продолжала воображать, уже когда я сама была, когда я сама шла к Северному полюсу, что я наконец-то стала таким же, о ком я читала тогда в детстве в книжках, и что вот я делаю то, о чем я так мечтала, будучи маленькой девочкой. And even though I knew at this point it was going back so fast
that it was looking like maybe I wasn't going to make it, I also had to remember that I was one of only 5 women who have ever been on the ice on their own. Why was it going back? Because it's like the currents were going back so И fast. вот я даже были такие моменты, когда я понимала, что течение не в мою пользу, и льды сдувало, да, льды, как называется по-русски, когда они идут назад? Drift. Дрейфовали. Yeah. Drift. Когда льды дрейфовали не в мою пользу, и я за ночь, и когда я иду, они прокручивались подо мной в другую сторону, не в ту, в которую мне нужно было идти. И я понимала, что, в общем-то, может быть, я и не дойду с такой скоростью, если льдины двигаются с такой скоростью. So you realize that you might not make it. Well, I was going back farther and farther, but you have to find, sometimes you have to change your perspective of what you decide when you begin with is what you want to do is not always, you get focused in your head that stops you from appreciating where you are and what you're doing. Я все равно всегда старалась понимать, даже то, что льды дрифтовали не в ту сторону, да, я все равно наслаждалась теми моментами красоты, что я все равно это делаю, хотя, возможно, при таких условиях, которых я не ожидала, я могу не дойти до Северного полюса. Все равно это было здорово. And more people have gone to the moon И я забыла, than have been on the ice on their own. Or even on the ice period. Всего было 5 женщин, включая Кристину, которые когда-либо в одиночку предпринимали попытку идти к Северному полюсу. И всего было 5. Включая Кристину. Без Кристины их было сколько? So I arrived to this place. И вот я попала в это место. And it was a river, and I couldn't swim И across. вдруг передо мной вот эта вот река, о которой я совершенно не знала. And it kept going farther and farther away. И река на моих глазах, берега расходились все дальше и дальше. So I walked to one side I chose you right or left. Вы поняли, почему была река? Откуда I взялась walked река? for another week, but I was. Прошла трещина по льдине, и они стали расходиться очень быстро. И Кристина уперлась в нее, и она расходилась все дальше и дальше. И Кристина решила, она стояла перед этой рекой, и она думала, так, идти мне в эту сторону или в эту сторону. So which side did you decide? I went right. Она пошла направо. Направо. Надеюсь, что будет где-то, где она сможет перейти эту реку. So for another week I walked as it was going back. You can go forward. И она шла целую неделю. This is after a month of being on the ice. То есть она уже шла 1 месяц, потом перед ней открылась эта река, она шла неделю по берегу этой реки, потому что такую широкую реку переплыть невозможно. Это очень опасно. Можно переплыть небольшую полынью, но большую реку переплыть невозможно. А куда ей нужно было дойти? К Северному полюсу. Зачем? Sorry. The question is why. So where were you heading? To the I North said Pole. to the North Pole, and you said why? Why? Because that was my dream. Потому Because что that это была was моя my мечта. Place. Do you know that there's places that inspire your imagination? Есть такие места, о которых Something that somebody мечтаете? tells you, and they are magical in your head. Есть такие, бывают, случаются с людьми такие вещи, что вот вы услышали о каком-то месте, и оно для вас совершенно волшебное. Do you have a place Maybe that у is вас, magical to you, может быть, у вас есть такие места, that you would которые love to go для to? вас являются волшебными Victoria, where is местами, your place? Japan! That you've never been to, but it's которых вы никогда magic. не были, но вот для вас оно волшебное, и вам очень хочется туда попасть, несмотря ни на что. Do you have a place you really want to go to? Виктория сказала, что он хочет в No? Японию. No? Something you want to do? Может быть, это не место, может быть, это то, что вам бы очень хотелось сделать, сотворить. Where? What did she say? Что? Я не слышала. Yeah, where? You want to go to where? Yeah, where do? Я не поняла. Where does Что, he? прости, пожалуйста, я прослушала. На Алтай. О, я только что Altai, сказала, Altai. Я Yeah. хочу в США. I want to go to the States. Yeah. I want to go to Italy. Oh, man after my own heart. Come with me. I put you in my suitcase. Я тебя положу в свой чемодан и поеду в Италию. Я люблю Италию. Yeah. Ну, видите, у вас есть тоже места, есть мечтания, которые вы хотели бы осуществить.
So, у нее so, такая была мечта с детства. so then you realize how little you are on this big, huge piece of ice, but then they come and get you. We're going to go quickly to the, But then you have to call the plane and realize. Yeah, they И plane. теперь, смотрите, она шла неделю вдоль реки, и она поняла, что река не кончится никогда. Она уже целый месяц шла, еще неделю вдоль реки, она поняла, что все это невозможно. И что она делает тогда? Она зовет самолет, чтобы ее оттуда And remember, забрали. you're moving. И You're важно всё drifting. время- That важно plane всё has to be время good. на Navigating. льдине, и летчик этого самолета должен быть настоящим асом, потому что на льдину садиться очень тяжело. Yeah, and when you get up, you change perspective И вот on the смотрите, ground. эта фотография с высоты, она уже летит на самолете, видите крыло? Это крыло самолета. И представляете, на такой высоте какая огромная эта река. Far too long to swim. But sometimes on the ground, you cannot see things. А когда вы на земле, вы же не можете посмотреть, да, вы не видите другого But берега the same with реки. our problems. И у нас часто такие проблемы, что нужно подняться над проблемой, чтобы увидеть берега, we can go. через to- которые yeah. нужно пройти. А как вас найдет самолет, если вы даже не знаете, где вы? That's a good question. Yeah. How can the pilot find you if you don't know where you are? No, you know where you are. Конечно, вы знаете, I know where I я am. знаю, где я. I have a У GPS. меня GPS The есть. GPS tells me the exact coordinates. И GPS But- дает мне But точные even on the координаты GPS, нахождения. Но даже на GPS even on the GPS, I can see how fast I'm moving. я вижу, насколько меня сносит и насколько я могу пройти. Но я вижу, насколько меня сносит. So the pilot has to be very good at maths И пилот должен быть очень хороший математик. because he has to figure out where you are, Потому что я даю ему how much координаты, time has passed, он смотрит, сколько времени прошло, what с тех пор, как direction он the получил. drift is going, Он знает, в каком направлении идет дрифт, в and каком make направлении the сносят calculation. льды, и он должен просчитать, So- где же я, с какой скоростью я двигаюсь и в какую сторону. So I am very happy that pilot Yeah. studied his maths when he was little. Я очень счастлива, что тот пилот, который меня спасал, забирал с этой льдины, очень в детстве очень любил математику и I'm very много happy. тренировался. Что, дорогая? Маленькие сани, сколько еще можно? So how did you fit all these things into the sledge? It's a very good question. You Это have to отличный think of вопрос. everything. So when I went to pack, I looked at everything and I said, first of all, how can I make it lighter? Да, How can I make it better? Вы очень долго пакуете, потому что все, что вам может не пригодиться, и все, что можно убрать, вы убираете. I put everything in, it was too heavy, Yeah. say, take away. Я все упаковала, поняла, что тянуть эти сани не могу, снова вытащила. So it И makes, стала отказываться от всего, что я не могу за собой тащить. when you pack to go on holiday, Когда вы собираетесь do you ездить на put каникулы, lots of clothes? много с собой вещей. Yes, and then you don't use them all. And А you, потом ничего you не could use носите. only one. And in fact, so the thing that we can, what afterwards, now after that, we'll move right on to the next trip. Right after that, I found out that I was pregnant with Vittorio И when I очень came off интересно, потому that что- trip. I was 4.5 months pregnant. Потому что одну из этих попыток, которую предприняла Кристина, она уже тогда, когда она уже шла слишком далеко, ее все время рвало, и она выяснила, когда она вернулась, ее тоже опять должны были забрать, потому что она опять не дошла. Она выяснила, это вот фотографии из этой поездки, что она была 4,5 месяца беременна Витторио. So he came with me. No, Поэтому, в принципе, he's он also polar тоже был explorer. там. No. But so when I Она не знала, что она беременна, after that, когда она ушла. now was also the last expedition allowed. So И, that was её- because it's breaking up too quickly. Ее экспедиция была последней экспедицией, которую разрешили человеку уйти с материка. После нее уже никто не вышел, потому что это не разрешено из-за того, что сейчас льды тают, и слишком много вот этих трещин, и слишком опасно, потому что трещина идет достаточно быстро, и если она пройдет, вы спите, а если она пройдет под палаткой, что случится? И все.
And so I had wanted to go back, but it's not possible. Я так хотела снова пойти, все-таки дойти в этот раз до Северного полюса, но все экспедиции сейчас запрещены, и это просто стало невозможно. But I also now have a child. Но еще я теперь не одна была, у меня So есть ребенок. how do I keep my adventurous spirit and the things that are important to me that I want to do more of? Что же мне теперь делать, когда у меня маленький ребенок, но я хочу путешествовать, я не могу жить без путешествий, мне нужно путешествовать. While also being a good mother. Что же мне делать? Как совместить роль матери, роль хорошей матери и продолжать путешествовать? So I have now taken Vittorio out of school because he's old enough and strong enough, and I'm still strong enough. Я дождалась, когда мой сын уже достаточно взрослый, ему уже 9 лет, и несмотря на то, что он уже достаточно взрослый и может путешествовать, я еще достаточно сильная, и у меня еще много сил, и я забрала его из школы. And so we have traveling for 6 months. И мы путешествуем 6 месяцев. Never being allowed to take a plane. Мы не сели ни на один самолет. Почему они путешествуют без использования самолетов, как вы думаете? I'm asking why you're not using planes. Как вы думаете, почему? Потому что это не будет как путешествие просто на самолете. Да, это будет не как путешествие. Because if you fly, it's not a real trip. Еще это будет дорого. It could be expensive. Вот сейчас самолеты дешевле, чем поезда. Сейчас самолеты дешевле, чем поезда. У нас та же проблема с родителями. Я все время пытаюсь ездить на поездах, но поезда сейчас дороже, чем самолет. Но почему они решили не использовать самолет? Это очень сложно, если ты хочешь из Европы попасть в Японию без самолета. Как вы думаете, на поездах или на машинах сколько займет времени, чтобы попасть отсюда до Владивостока или до Японии? But whoever said it's not a real trip, that's exactly the right answer. Вот кто сказал, что это не настоящее путешествие, Кристина с этим очень согласна, что когда вы летите на самолете, это как бы и не путешествие же. Because if you travel too fast, also too many choices. If you get on a plane, you can every day cross the world. Вы можете каждый день, в принципе, перелетать мир. But you never get to live and experience and know the places you go to. Но это сложно понять места, которые вы пропустили, перелетев куда-то. And you have all welcomed us to allow us to experience your world. And Vittorio has now been here at school for a couple of days. И вот представляете, мы приехали в Москву, и мы живем здесь, и вы позволили Викторию прийти к вам в школу, и теперь он знает, что такое ваш класс. Он здесь был уже 2 дня. And learning what people do in every place, how they live every day. В каждом месте, в котором мы живем и останавливаемся. Did you ever use hotels? No. Sometimes. Мы стараемся не останавливаться в отелях, мы всегда живем с кем-то, мы всегда находим кого-то, с кем мы живем. И когда мы живем в этих местах в разных странах, мы очень много узнаем об этой стране. And by not having a plan, we are open all the time. We did not know the day we arrived, even when we arrived in your kitchen, that we were going to go to school. Мы не знали в тот день, когда утром мы попали к Дине на кухню. И как же, как вы думаете, как они попали ко мне на кухню? Во-первых, у меня дверь не закрыта, но в это утро почему-то калитка была закрыта. Я ее действительно оставила. Все знают, что у меня калитка не закрывается, ее можно открыть каждому с улицы, но они об этом не знали, потому что я хотела их встретить. Can you translate it to Christina? Я хотела их встретить. И поэтому калитку я все равно оставила на всякий случай открытым, потому что мы всю ночь не спали и были на конференции в Питере. И когда Кристина вышла из такси, в этот момент из калитки выходил один из наших рабочих, калиточку хорошо закрыл, посмотрел на Кристину, она сказала: «Здравствуйте», он говорит: «Заходите». Не спрашивая ничего. По-английски заходите. Я когда выяснила, Ваня, что я могу, в принципе, быть любой дом. I did think. А Кристина говорит, было бы здорово, если бы в 11 часов мы нашли себя не в твоей кухне. I thought some Russian man.
А там люди спят. Yeah, there you go. It could be. Как Yeah. прекрасный мир. Do you do the story of Goldilocks here? Do you know this Goldilocks and Three Bears? Да, Yeah. помните историю про Машеньку и 3 медведей, когда она Yeah. поняла, да, кто That was спал us. в моей постели? Это, она говорит, это про нас. Теперь это с нами случилось. It was comfortable А я bed. их We ищу get в it. Европу звоню. Dina would Да call я на 2-м Europe этаже, я даже не to догадалась спуститься на кухню. Кристина Yeah, с Виторией think that I was пропали. in her. За 4 часа они никуда не приехали. But the nice thing about traveling like this is that was normal. It was И okay. самое здоровское, когда мы так стали путешествовать, в этом нет ничего как бы страшного для нас, да? Это было. And if it wasn't интересно. Dina's house, maybe we would have met some И nice даже если other бы family. мы попали не в Динин дом, потому что нас какой-то человек, не спросив ничего, But куда-то you пригласил, это же мог быть и другой дом. You have to keep curious and an open И heart. это было бы очень интересное другое приключение, которое бы с нами приключилось. And you Но never что бы know. что с ними могло случиться, если бы они попали не в мой дом? Yeah. Кто-то бы их там нашел через какое-то время, сказал, это не Динин дом. Я бы начала звонить всем друзьям, выяснила бы, что, в общем, их в доме моем нет, мы бы их как-то разыскали, Кристина бы уже к тому времени зарядила свой телефон, у нее телефон разрядился, зарядила бы свой телефон, и мы бы их нашли в нашей деревне. Правда? And you have all been so good and welcoming, and I thank you because you've all been sitting so nicely Спасибо for вам, such детки. a long time. Как вы хорошо You can ask me lots of слушали. questions, but I think it's time to get up Итак, and move around И and shake мы around. можем еще, я на несколько вопросов могу ответить, но в принципе вы так долго сидели, и мы больше часа уже говорить не можем, поэтому молодцы, подвигайтесь, и может быть мы на этом закончим, если у вас нет больше никаких вопросов. Да. Yeah. Скажите, искали ли вы партнера, чтобы пойти в это Did you look for a partner or it was your dream to go alone? I wanted to go alone because Я no хотела- woman had ever gone Я alone. хотела идти одна, еще по той причине, что никогда до меня и после женщина с материка не ходила одна. And the race I had done with a А partner. вот в той гонке у меня был партнер. Ваша семья в Италии поддерживала или... Your Italian family, did they support you? Well, my father, We when can talk about it. yeah, we can, yeah, because Thank you. thank you very much. Thank you, all of you. Thank you.